Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о Гюльфем Хатун. Что же это за промахи, да еще такие постыдные? А все просто. Сериал «Великолепный век» считается одним из самых приближенных сериалов к истории. Сценаристы рассказывали, как они проводили кучу времени в библиотеках и на беседах историков, дабы написать верный сценарий и сделать проект максимально приближенный к историческим фактам. Как бы не так, в 70% сериал выдуман, да еще и не совсем последовательно. Почему и при чем тут Гюльфем? Да все просто. Давайте разбираться с самого начала. Итак, наша Гюльфем Хатун появилась ниоткуда и пропала в никуда. Кто она? Никто не знает, что по истории, что по сериалу. Мы сейчас с вами будем анализировать сериал с историей и поймем, что быть вообще не могло никак и что сами сценаристы придумали, да еще и очень плохо. Как я уже упоминала ранее, Гюльфем – это вторая наложница, которая подарила Сулейману наследников, но ее судьба была тяжелой, и она потеряла не только детей, но и любовь Сулеймана. Но историки рассказывают, что у Хатун были хорошие отношения с султаном Сулейманом. По сериалу именно Валиде пожалела девушку и оставила ее в гареме. По мне, это хуже, чем отдать замуж, и пусть бы наша Гюльфем попытала удачу с другим мужчиной, но нет, ей позволили стареть в одиночестве и смотреть, как счастливы другие. Но не в этом суть. Начинаем. Самые странные косяки сценаристов. Первый – это момент, когда Сулейман приезжает в столицу, и там его ждет мать с Гюльфем. Именно Гюльфем приносит Сулику кафтан. А нет, друзья, такого не могло быть в априори, даже если сильно захотеть, так как мать и наложница с наследником могли приехать первыми и поздравить султана с его восхождением, но никак наоборот. Гюльфем рядом, а Мехидевран с сыном где-то там, откуда она приехала. Это грубая ошибка по законам Османской империи. Ну, вы, наверное, скажете: да ладно, ну с кем не бывает, давай простим эту шалость сценаристам. И я скажу нет, так как следующий ляп просто зашкаливает. Давайте вспомним момент, когда на празднике в честь восхождения Сулеймана у Хатидже спрашивает Гюльшах, кто такая Гюльфем. И Хатидже рассказала скромную трагическую судьбу девушки, но не могла не знать Гюльшах Гюльфем. Тут прям позорный ляп. И вот почему. Когда Махидевран решила по своей глупости отравить Хюррем, и, конечно же, у нее этого получилось, Сулейман Ибрагима поручил найти виновника. Паша начинает допрашивать всех слуг, и как раз в этот момент Паша начинает говорить Гюльшах о том, что она много лет знакома с Махидевран, со временем их жизни в Манисе. Так как же Гюльшах могла не знать, кто такая Гюльфем? Да никак. Это тупо несостыковки второстепенного героя, и сценаристы плохо проработали сценарий. Оттуда такие смешные моменты. А вы какие нелепые моменты встречали в сериале? Давайте об этом поговорим с вами в комментариях. Не переключайтесь, сейчас мы с вами погуляем по прекрасным местам Турции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, с нами будет еще интереснее.